Основная цель Конгресса отвечает, наверное, основным идеям Льва Николаевича Толстого. Это единение людей, но в данном случае это единение людей, которые занимаются много лет Толстым, для исследования и популяризации идей Льва Николаевича Толстого. Идей, одну из которых я уже назвала, это идея единения. Единения разных стран, народов, живущих в разных странах мира, в разных уголках мира. И нам, конечно, приятно, что этот конгресс, четвертый международный Толстовский конгресс, проходящий в рамках Международного Толстовского форума, посвященного столетию со дня смерти Льва Николаевича Толстого, проходит в Московском доме национальностей. Вот в этом прекрасном доме, который, конечно, несколько косвенно связан с Львом Николаевичем Толстым, ибо семья Кутайсовых, представители этой семьи, послужили прототипами героев романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. И это прекрасное здание, это дом, на самом деле, дом наций, он аккумулирует культуры, идеи, которые принадлежат разным народам. И сегодня на этом конгрессе присутствуют представители разных стран мира. Это не только Российская Федерация, это и ближнее зарубежье, Украина, это и дальнее зарубежье, ученые из Китая, Японии, Германии и других стран мира. Ну а то, что касается ответа на ваш вопрос, связанный о связи Толстого с Кавказом, то мне приятно очень ответить на него, потому что с Кавказом связана очень важная часть жизни великого русского писателя. Тогда еще совсем молодым человеком, не знаменитым. Он приехал в 1851 году в станицу Старогладковскую, и более 2 лет он оказался связан с этой удивительной землей. Именно там Толстой состоялся на Кавказе, состоялся как писатель. Именно там им было завершено первое произведение «Повесть детства», которое увидит свет в 1852 году в журнале «Современник». И именно там начнется его путь, великий путь в мировую литературу, в мировую культуру. Мне приятно ответить на ваш вопрос о связях с Кавказом еще и потому, что совсем недавно, чуть больше года назад, на Кавказе, в городе Железноводске, это Кавказские минеральные воды, это Ставропольский край, у Государственного музея Толстого, а это крупный музейный, научный центр, который хранит все абсолютно рукописи Толстого, за исключением отдельных автографов, появился свой филиал. Это музейный центр имени Льва Николаевича Толстого в городе Железноводске. И сейчас в этом здании, он располагается в здании XIX века, в здании, забыла, как это называется, почтовых дилижансов. И сейчас там проходит реставрационная работа и создается новая экспозиция, которая будет связана, конечно же, с Кавказом, которая будет рассказывать о связях Толстого с Кавказом, с представителями кавказских народов. Но одна из самых важных, наверное, задач этого центра – содействие единению разных людей, представителей разных культур, разных народов, которые живут на Кавказе. Сегодня слово Толстого как никогда востребовано, оказывается, в мире и в нашей стране тоже. Это то слово, которое необходимо нам, каждому из нас, для того, чтобы не только изменить что-то в жизни вокруг нас, но в первую очередь в каждом из нас. Потому что когда меняемся мы, меняется и весь мир. Толстой много размышлял над тем, как усовершенствовать мир. И он пришел к выводу, что есть много
много путей, ну, во всяком случае, несколько путей преобразования общественного устройства. Есть революционный, резкой смены реформ, есть путь постепенного улучшения, изменения общественного состояния, есть третий, говорил он, истинный, самим сделаться лучше. К сожалению, слово Толстого сегодня оказалось, наверное, более востребовано за границей. Это, я думаю, кроется в деформации некоторых процессов, которые происходят в культурной, в этической сфере сегодня, ну, как и в общественной сфере в нашей стране. Но я думаю, есть еще и субъективные факторы. Это отношение средств массовой информации к подобным событиям и к подобным знаковым, на самом деле, знаковым представителям нашей культуры. Как бы сегодня ни подавалось общественное мнение, как бы оно ни пыталось, как бы его ни пытались сформировать, и кого бы ни пытались выдвинуть сегодня в знаковые фигуры в нашей стране, но факт остается фактом. Толстой остается Толстой один из самых читаемых, самых популярных писателей мира, это факт. И это определяется по тиражам произведений, опять же, по тому количеству постановок, произведений Толстого, экранизаций его произведений, фильмов о нем. Но, к сожалению, сегодня российским средствам массовой информации более интересны медийные лица. И я думаю, что это тоже свидетельство нашей культуры и тех людей, которые сегодня формируют политику в этой сфере. К сожалению, это так. Изменилось ли как-то отношение церкви к Льву Николаевичу за 100 лет? Ну, с моей точки зрения, отношение к церкви к Льву Николаевичу вполне адекватно изложено в известном письме, точнее, в известном ответе на запрос Степашина архимандрита Тихона Шевкунова, в котором то, что, собственно, церковь понимала в течение 100 лет и четко очень сформулировано в 3 позициях, что церковь, естественно, считает Толстого гениальным русским писателем, замечательным художником, который получил особый талант от Бога, во-первых. Во-вторых, церковь очень скорбит о том, что с Толстым произошло, и воспринимает то, что с ним произошло, как трагедию его жизни настоящую. И в-третьих, церковь твердо заявляет, что Толстой ее членом не являться не может, потому что сам он это утверждал. И то, что в обывательском обиходе называется христианством Толстого, в кавычках, христианством на самом деле с церковной точки зрения вовсе не является. Поэтому в этой позиции расхождение Толстого с церковью, оно носит радикальный характер, и здесь ничего церковь сделать не может. Сам Толстой критиковал церковь вплоть до кощунственных высказываний, и сам Толстой согласился с той формулировкой, которая присутствует в синодальном акте февраля 1901 года. Поэтому говорить о каких-то серьезных изменениях позиции церкви за 100 лет мы не можем. Рассмотрение, конечно, возможно, но оно должно носить, мне кажется, не столько церковный, сколько научный характер. Просто надо задаваться вопросом, почему с Толстым это произошло и как это вообще было возможно в русской культуре XIX века. Но именно вот так вот ставить вопрос. И интересно, что важно, что в письме Сергея Владимировича Степашина там он тоже констатирует, что
речь не может идти о пересмотре церковного определения. То есть он это прекрасно понимает, и я надеюсь, что это прекрасно понимают все русские образованные люди. Поэтому вопрос не надо ставить так, а когда церковь пересмотрит свой акт о Толстом, этого не будет никогда. Но как могло произойти то, что произошло с Толстым, как появился этот синодальный акт, то есть изучение вопроса с исторической точки зрения, ну, конечно, возможно и совершенно необходимо, и очень интересно. С научной и исторической точки зрения уже есть какие-нибудь работы о вот как раз отношении Льва Николаевича Толстого с Русской Православной Церковью? Ну, здесь я могу в первую очередь о своей собственной книге говорить, которая написана была в нашем православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, защищена в качестве диссертации и в 2010 году вышла в свет. И я могу отметить несколько важных работ, которые издавались за рубежом на эту тему. Надо сказать, что зарубежные авторы, в первую очередь протестантские исследователи, они этой проблемой в 20 веке интересовались очень горячо. И, например, я могу назвать имя замечательного немецкого слависта Людвига Мюллера, который незадолго до своей смерти написал небольшую по объему, но очень глубокую по содержанию статью именно об отлучении Толстого. И именно в этой статье он прекрасно объясняет, почему, вообще говоря, некорректно говорить именно об отлучении, и тем более некорректно говорить о снятии этого отлучения. Невозможно снять то, что признал сам Толстой. И невозможно отрицать констатацию того очевидного факта, что Толстой в определенный момент жизни перестал быть членом православной церкви. То есть такие работы за рубежом, они, конечно, тоже есть.